Hi. Я считаю, что это нужно оставить. Yes. Именно так начинается подкаст. So, I'm here. Сабина here. Добро пожаловать на финал этого говна. В общем, финал того, что, во-первых, уже съемки этого в 26-м году, снимали мы все в 25-м, поэтому Да. много что поменялось. И размусолить есть много что. Во-первых, поздравляю всех, кто выжил. Да. Кто сдох, тот лох. Но мы выжили, мы молодцы. Да. Так. Ну, самая любимая тема Сабины за прошлый сезон, это, конечно же, Финансовый финансовый скандал, хайп. хайп с лейбла. Хайп ловит хайп. Да. Что там произошло? Я детально изучил все прокурорские моменты. Спасибо нейросетям, которые умеют это переводить с корейского. Как Вот. без этого? Дело в чем? Человечка выпустили из страны, хотя у него был орден о невыезде. Ну, наш. Ну, как иначе? Вот. Второе. Нашли очень много денег, которых не получили на налоговая. Понимаем. Хочется так же, но, к сожалению, не так же. Вопрос такой, все-таки. Ты как представитель с прошлого выпуска Hype Label, Пришлось немного скрыться. Скрыться? Скрыться. Мы против всяких таких наклонностей. Но опять же, вот вопрос, как ты это прокомментируешь? Ну, спалились. С кем не бывает. Надо было обращаться к проверенным людям. Стопудово к непроверенным обратились, и поэтому спалились. Ну, конечно, тебе выделили бюджет в 10 тысяч долларов, а ты купила чувака на профи.ру за 1000. Ко мне не обращались. И в этом их главная проблема. Угу, хорошо. Так, в чем там итог? Очень много денег ушло на 3-е и 5-е лица. Очень много денег ушло инвесторам в черную наличкой. И все еще происходит скандал с New Jeans. То есть мы теперь соединяем два скандала в один, Да. потому что, оказывается, Минси Джин взяла и прокуратура спалила всю эту историю. Это от нее все пошло. В этом и проблема. Я им говорила, что надо было давать людям деньги. Надо было. Потому что когда человек не получает то, что он видел, что мог получить, он становится злобной крысой. По факту. В целом, как ты думаешь, чем закончится тогда вся эта история? Если вроде как прокуратура уже всем запреты вывела, суд пока очень такой лояльненький, но при этом все как Но будто всё как если жили, так суд жили. лояльный, то еще есть шанс того, что они могут откупиться. Есть такой шанс, потому что если они инвесторам в черную давали деньги, то я уверена, что у них еще есть. И мы не забываем, что BTS вышли из армии. Да. Во-первых, это лакомый кусочек хайпа, это золотые яйца, а во-вторых, уже идет слух такой, что это тоже было в одном из выпусков, обсуждали, что между Кореей и Китаем очень тяжелые отношения. И сейчас вроде как в Китае в этом году уже хотят отменять... Корейских поп... Не, наоборот, типа раньше он был в отмене, то есть запрещены они были концерты, а сейчас вроде как утихает вся эта история. Уже 2 президента встретились, причем в Корее, уже обсудили этот момент, и вроде как не на полную, то есть нельзя взять и приехать туда с туром 24/7 и наплевать, но вроде как по отмашке с партии в Китае, то есть, пару концертов для каждой группы они могут уже разрешить. То есть, к примеру, там один в Пекине, один в Шанхае, один в Гуанчжоу, там на больших стадионах, и все. И есть слух, что Корея очень сильно этого ждет, потому что это бабки немеренные, это много денег. Сами понимаете, сколько китайцев. Это очень много денег. Вот, поэтому вроде как они сразу хотят отправить BTS на эту всю историю, чтобы с грохотом все это стартануть. То есть там в целом пласт артистов невероятно огроменный, большой, но вот BTS они хотят хедлайнером сделать, что, наверное, логично. Потому что, чтобы вы все понимали, около 40% всех продаж альбомов физических
приходится только на один Китай. То есть какой Логично. будет ажиотаж, это просто, мне кажется, невероятно. Так, твой прогноз. Мой прогноз на то, что они могут действительно выкупить себя из суда, потому что, будем честными, за деньги много что решается. Очень большое количество. На то, что они отмажутся, покроются в 3, а то и в 4 раза точно. Но в любом случае, если они отправят, это будет фразой из серии предупреждения, теперь налоги мы будем ваши жестче смотреть. Да. И они такие, хорошо, мы будем часть все-таки выплачивать. Вот, ну или придумаем новые схемы. Не без этого. Как? Креатив должен быть везде. Ну, наверное, одно из главных итогов, наверное, реально, так как мы живем в России, тут все в снегу. Если что, чтобы приехать на эту локацию, я откапывал машину, в прямом смысле лопатой. Поэтому Мы промолчим про те еще 2 дня. это будет... Это был ад. Это будет отдельное реалити-шоу. Да. Вот. Инфляция. Продуктовая корзина на неделю стала почти по 4 или 5 тысяч. И это с учетом того, что ты берешь продуктов на 2 человека. А то или на 1,5. Ну, на 1,5 говорю, потому что если, например, 1 человек на 9. Я могу сказать одно, что каждый месяц скачок цен происходит. Прям четко Да. каждый месяц. И это довольно... Транспорт, Транспорт. продукты, налоги. Метро в Питере стало дороже, чем метро в России. Да. Ой, в Москве. Ну, иногда Питер себя так ведет. Москва, отдельная Россия. Как обычно. Вот сколько... Насколько дороже стало жить для тебя? Одно я могу сказать точно. Если бы я не поменяла до этого работу, я бы вешалась. Потому что денег прям очень много уходит. На базовые потребности. На базовые потребности, прошу заметить. При том, что как бы я на диету села, я определенную часть трат теперь не так сильно трачу, но все равно выходит так, как я до диеты. Вот представьте, я просто уменьшила количество потребляемой еды, но ценник остался тот же. Это кошмар. Типа, если раньше у меня получалось отложить еще деньги, ну, я откладывала и так далее, у меня хорошая такая сумма получалась, даже очень быстро получилось восполнить трату моего же айфона, то сейчас, если до этого я хотела себе купить MacBook, сейчас я намного меньше способна его купить. Вот, чтобы вы понимали. Ну, а в целом, как ты думаешь, будет в 26-м году? Ну, мы уже начали, сейчас уже конец мы уже начали. января 26-го, но вы как бы в целом, вот, давай так, прогноз к апрелю, к маю. Прогноз на то, что мы не должны быть здесь. Нет, мы должны перед вами, мои хорошие. Мои Да, любимые. мы на камере здесь, но локация должна быть другая. Имеется в виду страна, наверное. Да. В общем... Включаем VPN на другую жизнь. Потому что, реально, очень сильно... Я боюсь представить, что дальше. Наши первые 90-е, в плане того, Так что волнительно? нашего поколения, так волнительно. Первые 90-е, которые мы застали. Ну, стрелять я умею. Не пропадем. В общем, следующая, наверное, тема, одна из таких серьезных, потому что меня она очень сильно выбесила в прошлом году, это реформа образования в России. В чем дело? Те, кто нас смотрят не в России и так далее, то есть, потому что этот сезон у нас выходит сразу на множество языках и переводится. Вот, в России ушла от Болонской системы. Что такое Болонская система? Да, мы вышли из этой Болонской системы, и то есть это будет обозначать тот факт, что наши дипломы не будут признаваться в других странах. То есть, грубо говоря, ты потратил, где-то помимо 11 лет учебы в школе у кого-то 9, в общей сумме
Обычно мы тратим 15 лет на учебу. Мгм. Вот представьте, все эти 15 лет, они будут ничто для другой страны. Нет, наши дипломы вот в прошлом году, Наши, да, мы А- еще успели в этот они вагон, котируются. прям притык-притык, горящий вагон, но мы успели. Ш- Спасибо. Объясню, что такое Болонская система. Болонская система — это, так сказать, в простонародье, это международный стандарт образования на какие-то Да, чтобы определенные... ты мог продолжить свое обучение в другой стране. Вот, например, ты закончил колледж, пошел в институт в другой стране, или же пошел магистратуру получать, докторскую и так далее. Да. Сейчас же этого люди не смогут сделать, к То есть, сожалению. Болонская система подразумевает то, что все университеты, все образовательные учреждения по высшему образованию и среднеспециальному образованию, они могут между другими университетами других стран коммуницировать, взаимодействовать и менять опыт. То есть Болонская система была принята в международном ключе только для того, чтобы образование было все общее и под одним стандартом. Теперь Россия вышла из Болонской системы. Что это значит? Что Россия имеет право диктовать полностью свои стандарты качества образования, свои стандарты образования в плане, что ты преподаешь, как ты преподаешь и что ты преподносишь. Самое ужасное в этой всей системе, возможно, это медицинский фактор, потому что нету тогда взаимодействия и переманивания Это ужасно. опытом между медсотрудниками именно учебных заведений, потому что бывают очень часто такие случаи, что что-то случилось прорывное, и это прорывное произошло в другой стране, и Мгм. тогда местные образовательные учреждения перенимают опыт у какой-то той больницы, которая сделала этот прорыв, и потом уже делятся с другими странами, потому что есть такое понятие, как Болонская система. Второе – это исторический аспект, потому что история и так в каждой стране преподносится по-своему, как выгодно той стране, если что, но при этом всем был какой-то общемировой факт и стандарт того, Да. что будет Сейчас, и к как... сожалению, этого не будет. Этого не будет. Также это касается, в свою очередь, наверное, и физиков, химиков, Физиков, экономистов. химиков, биологов, финансистов. Экономистов, потому что если мы уходим от Болонской системы, значит страна переходит на свою новую какую-то систему экономического аспекта, то есть будет считать по-своему со своими какими-то стандартами. Что это значит? К примеру, как экономист могу сказать, что это означает, что у очень многих специалистов будут проблемы взаимодействия, к примеру, с международными компаниями по взаимодействию каких-то документов для того, чтобы закрыться. Плюс, если человек понимает, что, ну, вот, к примеру, в России в этом году очень сильно холодно, и из-за этого кто-то захочет взять и уехать, ну, не может он в таком холоде прожить, его образование не будет никак не котироваться, то есть он не может прийти в какой-то университет, сказать, вот мой диплом, я готов пересдать один экзамен, чаще всего 2, это на знание языка и на знание того, что ты правда специалист. Теперь человек переезжает в другую страну и обучается с нуля, Мгм. то есть он тратит еще годы своей жизни. Ну, для меня это просто, наверное, одна из самых худших новостей прошлого года, потому что На самом деле, да. Это ужасная, ужасная потеря, ужасная трагедия. Так к тому же, еще что сделали люди, выйдя из этой Болонской системы, то, что теперь они учатся дольше. То есть, ну, теперь у них определенные сроки на освоение профессии. Колледж одно количество времени, даже универ, типа, если ты пошел после колледжа, обычно предлагают сокращенный формат, ускоренную мы форму знаем, о чем мы говорим, обучения. потому что мы этим Да, и потому что мы воспользовались. этим воспользовались, мы это смогли сделать, а этого сейчас не будет. Ты И должен будешь это отучиться. из нововведений по образованию. Теперь удаленная форма в целом отменяется. Это будет с 26 года сентября. Мгм. Плюс изменения коснутся всех бакалавров магистратуры. Мгм. И к тому же
хотят запретить вечернее обучение. Теперь только очное будет обучение. Ё-моё. И также для, к примеру, медицинских работников будет официальное... Все-таки подписали. Это был довольно скандальный указ, потому что в интернете очень... Официальная отработка, да? Официальная отработка в течение О, 3 лет. всё. Вне зависимости от того, что Платный ты или на или бесплатном. При этом все, по статистике, медицинское образование стало очень дорогим в России в плане того, что ты Да. можешь отдать за все время обучения около от 5 до 7 миллионов, если это даже обычное образование. Мы не Если говорим, ты терапевт даже, да, мы не говорим врач про... общей практики, ты все равно много отдашь. Мгм. Молчу про Да. стоматологов или хирургов. Там отдельная стоимость вот этого всего обучения. Так к тому же вот, ну, назначают отработку. Она называется так у медиков. То есть, ну, если раньше отработка была только у людей, целевиков, которые шли целенаправленно в больницы, поликлиники и брали целевое направление у главного врача, а тот брал, типа, это из реестра, ну, городского, что вот этот человек отучится и будет у нас работать от 2 до 3 Мгм. лет, то сейчас это обязали всех, даже тех, кто отдал за это свои деньги. Ну, вот как это объяснить? Ну, просто ты настолько заколебываешься на самой учебе, Мгм. помимо, ну, если ты платный, ты еще потом после этого платишь, ну, вот закончил обучение, ты платишь за год ординатуры, зарплату там еле майскую какую-то получаешь, и потом ты еще должен отработать именно в том месте, куда тебя назначат. Не куда ты пойдешь, а куда тебя назначат. Да, это важный аспект, потому что я к этому моменту подготовился. То есть есть общепринятая какая-то статистика. И статистика выглядит так, что если человек, к примеру, всю жизнь жил в Москве, у него семья медиков, чаще всего в медицинском остаются Остаются только медики, Да, то есть когда это прям полноценная семьи. семья. Династии, так скажем. Это Да. называют династией врачей, Ну, медработников. медицинская династия, потому что, ну, в основном ребенок видит, что папа, мама, врачи, там, дедушка, И самое бабушка. главное, они его могут еще обучить Да, они отдельно. могут подсказать, они могут, ну, по своим знакомствам там предложить, где он может практику проходить. То есть это часто А когда популярная ты история. ну, когда твои родители не являются медиками, это очень сложный путь пробиться в медицину, ну, чтобы получать нормальные плюс-минус деньги, чтобы ты жил, а не выживал, к сожалению. История теперь какая? Если в среднем образование медицинское в Москве стоит около 5-7 миллионов за полный курс обучения, я напоминаю, что да, медсестра может обучиться за 3 года, но это по болонской системе, теперь они обучаются около 6, на 3 года дольше. То есть ты все равно платишь такую сумму, если ты врач, то там всегда было около 7 лет, что-то такое, то есть там, ну, серьезная история. Но при этом... 7 лет просто обучение, потом ординатура еще. Ну, Поэтому почти все 8. Представьте, 8 лет. Объясню. 8 лет ты заплатил около 5-7 миллионов, что считается, ну, честно говоря, даже с нынешней инфляцией это довольно очень нормальная машина. Я дико извиняюсь. За 5-7 миллионов несколько лет назад можно было купить квартиру. К сожалению, До не инфляции. сейчас. Да, до инфляции это можно было купить квартиру. Причем не на окраине, а в самой Москве. Ну, до тех случаев, которые произошли в 2022 году. Мы все понимаем. В связи с этим... Да, мне кажется, в Официально- принципе, до 2018, если так взять. Ну, если брать центр Москвы. Нет, центр Москвы нельзя. Вот, именно. Не, ну на окраине можно было бы. Ну да, на На окраине еще новостройке, плюс-минус. да. При этом всем этот закон подразумевает обязательную отработку вне зависимости, бесплатное или платное обучение. И она подразумевает четкий протокол 3 года. Но ты, по сути, не имеешь права выбрать, какую отработку ты в себе выстроишь. То есть ты не можешь пойти в частную клинику, частную больницу, тебя отправляют только в государственные и в тот регион, где идет нехватка кадров медицинских работников. В связи с этим
Теперь уходим в статистику. Средняя зарплата в регионального врача в какой-нибудь поликлинике, скорее всего, таких специалистов отправят в поликлинике, а не в больницы, потому что в больнице там уже нужен и опыт. Если тот же хирург, Да. поэтому поликлиники. Либо будет на Заработная самом плата большом будет цене. в месяц около 30-40 тысяч рублей, где-то даже и меньше. Мне И кажется, и меньше, потому При этом что всем, что придумало наше государство, чтобы люди переезжали как бы нормально, это общаги на весь город, к примеру. То есть в городе будет какое-то общежитие государственных медицинских работников, они будут там жить сразу по несколько человек в одной комнате и даже размещаться не квартиру однокомнатную на человека, а общаги. и будут туда их отправлять. И они будут ходить и отрабатывать, и получать свою зарплату. Напоминаю, то есть ты тратишь много лет, не работаешь, потому что когда ты В учишься на медицине меди, нереально работать. это нереально. Там попробуй выучись до конца и выжить. Да. Да, и самое главное, не усомниться, что ты будешь врачом, потому что медицинский работник это Это сильно. тебе- Это много, это сильно, потому что ты тратишь свои нервы, ты тратишь свои часы, которые ты мог потратить для сна. Ты очень много чего тратишь. Свое здоровье. И самое главное, ты в этот момент все время должен быть продуктивным, и мозг твой должен все Да. запоминать. Это самое, мне кажется, такой А хардкор. это самый хардкор. Плюс ты еще, когда проходишь практику в больницах, немногие, Уходят. еще раз повторяюсь, За 3 года остаются такими же целеустремленными альтруистами, которые готовы помогать людям. Потому что многие, не у всех есть такое сострадание к врачам, которые их же лечат. Они, иногда себя по-хамски отвратительно себя ведут, что всякое желание отпадает. Иногда даже в некоторых случаях многие студенты, они смотрят на то, как сами врачи обращаются с пациентами и думают, зачем это им надо. При на этом самом всем деле. за общаги вроде как будет забираться с зарплаты определенная сумма, потому что ты что, бесплатно что ли живешь? Поэтому это, как я называю, принудительная каторга за то, что тебе дали диплом. Потому что ты не решаешь, в какой регион тебя отправят, ты не решаешь, в какое учреждение тебе идти, даже если ты кого-то знаешь из того города, куда тебя направили. Третье, тебя заставляют с кем-то жить в общаге еще 3 года. Допустим, даже если тебя отправили на самом деле, ты наберешься, например, опыта за эти 3 года. Хорошо. Это плюс-минус хорошо. Но проблема, я все-таки считаю, в самой общаге. Если исключать вот эту зарплату, от того, что ты далеко от своей семьи живешь. Давайте будем реалистами. Общага. Вот когда ты привык жить в квартире, с своими родными, и тебя поселяют в общагу с рандомными людьми, от которых ты не знаешь, чего ожидать. И Мало работать ли. за 30 тысяч рублей в Работать месяц. за 30 тысяч в месяц, так еще часть тебя будет забирать. Ты должен будешь платить коммуналку. Но мы не будем забывать, продуктовая корзина подорожала во всех регионах. Так, давайте посмотрим, когда мы накопим хотя бы на съем жилья. Так, расчеты показывают никогда. Нет, вообще... Вам звонит смерть в нищете. Теперь хочу обозначить такой момент, то есть, чтобы вы понимали реалии. Ваши родители заплатили за ваше образование около 5 миллионов. Даже если мы берем региональное, это все равно очень дорого. Медицинское образование очень дорого. Потому что аккредитация университета, чтобы он преподавал медицину, это... Это те еще деньги. Это, в целом, это очень сложно, потому что медицина это очень серьезный такой момент в каждой стране. Неважно, в какой ты находишься.
После того, как за тебя заплатили, к примеру, 5 миллионов рублей, тебе уже почти тридцатник, потому что не Да, забываем. не забываем, что мы много учимся, родители стареют, они ожидают, что, ну, в дальнейшем ты будешь им помогать. Тут вопрос не в родителях. Ну, к примеру, вот, как я вижу ситуацию. За вас платили, вы учились как не в себя, пахали. Прошло 8 лет, то есть к вам, к примеру, если вы пошли в 20, вам 28 лет. И после этого вас отправляют на 3 года в какой-то регион, в общагу за 30-40 тысяч рублей в месяц. И при этом всем эта страна просит больше рожать. Ну да, мы же коты. Коты так, вырастет. Вопрос... Родил и вырастет. Ну, кто сдох, тот лох. Действительно, когда ты хочешь дать своему ребенку самое лучшее, ну, чтобы у него было все, там, мы не трогаем даже базовые потребности, банально учебу. И самое главное обозначу, прошли 3 года, ты пережил всю каторгу и войну, а из страны ты не уедешь, потому что образование у нас теперь не по болонской системе. Пара-па-па-па. Вот так мы любим. Мы возвращаем худшее из СССР. Я могу сказать больше. В СССР медицина была сильно на уровне настолько, Вот что именно. врачей отправляли на международные форумы. Я и говорю, мы возвращаем худшее. Все Не лучше, а худшее. Я хочу обозначить тот факт, что многие были не выездные, но все, что было связано с медициной, в СССР медиков отправляли. Да, их отправляли, Понятное им дело, с разрешали. ними ехали специальные КГБшники, которые проверяли, чтобы они не остались в той стране, чтобы все было хорошо. Но при этом всем я хочу обозначить тот факт, что все равно их отправляли, потому что у меня есть такие примеры из Советского Союза, людей, которые, правда, отправляли, и под них чуть ли не строили больницы. Но просто сам факт. Такое было. Теперь у нас такого нет. Теперь мы учимся у людей в медицине. И то не факт, что все переберем. Но при этом всем хочу обозначить тот факт, что почему я выбрал именно медицинских работников в этой всей истории. Это самый хардкор. Потому что если ты приедешь в другую страну обучаться медицине, к примеру, тот же Китай, к примеру. Во-первых, выучи китайский. Упс. Дальше. Если ты обучился даже в своей стране, тебе уже 30 с чем-то, и с отработками тебе 31, ну или под 30-ку, если ты с 18 пошел, обозначим тот факт, что потом тебе придется заново учиться. И так ты будешь учиться до 40 с чем-то, а ты живешь в другой стране, денег нет. 100% будет платное образование. Что тебе делать? Ничего. Поэтому у нас произошел такой прикол. Сабина про это хорошо знает. Она в этом больше освещалась. Она мне это показывала. Бойкот медицинских работников. Даже действующих медицинских работников, они начали объявлять бойкот, что действующие медицинские работники объявили о том, что они понимают, что они чуть ли не последние работники, потому что новых не придет. Да. А те, кто учится или учился, отчислялись. Даже им было пофиг, что они потеряли были по 5-6 лет. Да, на то, что они проучились 3 года, отдали деньги. Им было пофиг, потому что для них свобода была важней. Они просто взяли, забрали документы. Хорошо, если еще универ им выдал аттестационный лист. Ну, есть такой момент. Не все выдают. Вот это был скандал в прошлом году, когда да. из-за болонской системы, в том числе из разных сфер, начали уходить, думать, куда переезжать. И не все выдавали. Не все выдавали, потому что, скажем так, университет тоже понимает, что стерпится, слюбится, сейчас поорет, прекратит, а надо держать время, а он нам деньги стабильно приносил. Поэтому, мальчик, завтра, послезавтра, через недельку. Да, чуть попозже приди, чуть попозже. Ой, давайте на следующей неделе. Ой, нету этого человека, давайте еще через неделю. Ну, так же будет лучше, да? Угу. Да. Угу. Также человек с билетом на руках. Да-да. Так. Следующий вопрос очень интересный.
Сабина, как ты выжила в 25-м году? Как я выжила в этом 25-м году? Чтобы вы понимали, мы должны были подкаст в 25-м еще закончить и за месяц снять все. Вот сейчас 26-й мы финансово. Да, мы, к сожалению, не смогли это сделать. Но, в принципе, мы выжили. Как видите, мы на камере в 26-м году. Не в камере. Не, ну, что я могу сказать? Я в 25-м году пережил очень много трансформаций. Да. Вот, но я могу сказать одно. Идите в жопу. Он жив, он в прайме. Я в прайме, я из этого всего не уйду. Вот. Что будет дальше? Что будет дальше? Сабина, что будет дальше? Дальше мы ищем спонсора. Сабина уходит в эскорт. Я могу сказать только одно. Шутки шутками. А спонсора мы ищем. Пох кукинг. Да. В этом году ждите. Все. А говорил, Моё- не будешь, фиговая идея. Хорошая идея, я тебе подаю. Мое собственное кулинарное шоу. Юлия Высоцкая, берегись. У тебя есть конкурент. Вот. И могу сказать больше. Предположительно, это будет так, что он приготовит блюдо. Я за кадром приготовлю блюдо, как это должно выглядеть. И мы будем сравнивать. Вот, потом что? Ну, к этому времени, пока вы смотрите, раз это финал и так далее, сезона будет альбом. Да. Саундтрек альбом. Вот, дальше что? У нас вопросы от слушателей. Какие вопросы, слушайте? Первый вопрос задает мадам Ирина Попова. Твою мать, какого хрена мою квартиру используют как локацию, придурки вы обосранные? Мы тоже вас любим, Ирина Попова, поймите, мы бомжи. Я могу ответить официальный ответ, мы уже подготовили пресс-релизы. Ирина Попова, вообще заткнись, твою мать, у тебя не было ни ремонта, ничего особенного. Поэтому подумай, кто тебе будет дальше вообще. Мы... У нас дикий кот. У нас дикая ред. Арррр. Следующий вопрос. Твою мать, кто это говно вообще смотрит и слушает? Вы что думаете, вы особенный, твою мать? Я могу сказать... Я думала, это моя сестра. Я могу ответить тебе. Твою мать, а ты в зеркало смотрелась? Чурла. Все, мы поняли, он плохой коп, я хороший. Дорастите до нашего уровня и поймете. Ты тупая сука. Следующий вопрос. Твою мать, вы сами не задолбались такую херню нести, так еще и под камерой решили в этом году. Кстати, ни одного выпуска не вышло, а вы уже там какой-то финал снимаете. Пока не доказано, не имеет что сказано. Следующий вопрос. Потому что в прошлом году, могу сказать одно, у нас произошла одна проблема. Мы хотели каждую неделю выпускать. И получается так, что между выходом и тем, как я отредактировал, происходило 2 часа. То есть был такой прикол, что мы просто на последних авусях срочно записывали. В этот момент я все, как бы, запись скачиваю, все делаю, Да, и резко сразу редактирую и отправляю. То есть и то мы пропустили какую-то неделю. Все равно у потому нас что мы помирали от аллергии. от аллергии, то жара, то еще что-то. То есть это правда было очень сложно, поэтому я сказал, что не Сначала мы все снимем, а потом потом отредактируем и потом выложим. выпускаем. Извините, простите, но так будет. Теперь все время. Следующий вопрос. Ну, в принципе, так и делают. В целом так и происходит продажа. Просто в прошлом году мы реально, типа, всем все наобещали, мне начали писать... С угрозами где? Где? Кто-то писал без угроз. Уже хоть что-то. Вот. О том, что реально, типа, где так далее. Кто-то мне писал из серии, я вообще-то каждое утро, ну, не каждое утро, а каждый определенный день мы вроде в среду или в четверг выпускали. В среду. Может, в четверг. Ну, когда как. Когда как. Либо в среду в 23:51. Да. Вот, о том, что я езжу утром там на машине, на автобусе, как угодно. Ну, короче, что-то там ездил человек, и такой, я И привык... слушал Да, подкаст. а типа, блядь, сейчас нету, и что мне слушать? У меня уже как традиция, такая привычка. Я такой, Ничего иди себе, в жопу. подумай. А что вы будете делать дальше, когда эту хрень доснимете? В общем, 3-й сезон. Потом есть 4-й, travel сезон. я могу сказать одно. Пох кукинг
Во-вторых, у нас идет сильное развитие, потому что за прошлый год, пока мы начали все это снимать, весь этот сезон, мы довели все до того, что у нас собирается такой плюс-минус маленький продакшн. Вот, планы есть, у Сабины есть еще свои планы, у меня есть свои планы, у нас есть еще одна девочка, которая как бы тоже У там нее тоже есть и планы, с- которые мы будем да, развивать. у которой тоже есть свои планы, плюс еще наш человечек, который вот тут все это, в том числе Свет, спасибо огромное, та самая Ирина Попова. Да. Вот, спасибо за то, что у нее Да. тоже там какие-то свои планы есть. В общем, планов много, времени мало, меня задолбала зима. Поэтому... Поэтому у нас СДВГ, и мы, в принципе, это можем осуществить. Главное — найти время. Но это возвращаясь еще к старому вопросу, как вы выжили в 25-м, кстати, одно, когда начинала я сезон, я был в одном состоянии психологическом. Сейчас я в праймере, поэтому мне насрать, я все сделаю. Вот. Аналогичная ситуация. Я звезда. Вот. Сабина также про себя говорит, поэтому мы в целом... Аналогичная мы в ситуация. прайме. Вот. Следующий именно вопрос. Вот вы это все доведете до конца. А что у вас будет дальше именно по взаимодействию с кем-то, с чем-либо? Мы работаем над этим. Там вопрос дольше был, но вопрос понятен. В общем, мы это все сделаем, мы все... Ну, короче, взаимодействие происходит. У нас уже на данный момент какая-то фаза плюс-минус переговоров уже начинается с теми. Я не хочу это все оглашать и анонсировать, потому Все что идет постепенно. это всё идёт в неэтично. плюс. Пока не подпишешь и не договоришься, когда анонсируем, это неэтично все Да. это упоминать и говорить, поэтому в целом... Короче, не парьтесь, все нормально. Все будет. Все окей. Ах, вопрос следующий. Сабина Гулиева. А что у нас с писаниной? Когда у нас следующий будет? Вообще там по-другому вопрос, но я его перефразировала. Что у нас будет дальше? Ну, я, короче, к тебе анонсы. Ну да. С писаниной все плюс-минус идет хорошо. Давайте будем честными с писательством. У меня, в будущем планируется книга. Сюжет, все это уже расписано, все поэтапно, планы есть. Единственная загвоздка заключается в том, что написано всего лишь 2/3 от книги. Мгм. Она кучу раз переписывалась, Мгм. поэтому всего лишь еще 2/3. Мгм. Я буду дописывать ее. Мгм. Я очень постараюсь словить этот вайб. Мгм. Потому что на самом деле сложно словить вайб именно главной героини, чтобы это прочувствовалось. Потому что все прекрасно понимают, что в основном читают книгу ради того, чтобы почувствовать себя главным героем. Мгм. Это проще делать, когда ты пишешь, например, от первого лица, но я себе поставила хардкор задачку, я пишу от третьего лица, Мгм. то есть как автор, он рассказывает Слушай, о истории. Но это выглядит, получается, к примеру, это как Кэрри Брэдшоу в «Секс в большом городе». То есть, к примеру, когда говорится о разных героинях, Вот, и потому что, закадрово рассказывается, к чему и как, и потом это... Да. А в книге там закадрового не было, то есть она пишет о своих Мгм. подругах от третьего лица. Да. Вот это близко к этому, но там просто идет посвящение истории, получается, главной героини, главного героя, и, собственно, сюжета, в принципе, того, что происходит в самой книге, потому что это плюс-минус, получается, фэнтези, романтика и детектив. Мгм. Это, с одной стороны, фэнтези и романтику в последнее время много кто совмещает, но именно детектив это редко туда добавляют, потому что в основном используется когда детектив, когда просто история, там уже берется для людей, которые нацелены догадаться, кто же этот злодей. Но я делаю так, чтобы это именно главную героиню затрагивало, она искала эту мразоту. Короче, давай так, ты пишешь больше не просто история, а именно, чтобы человек еще задумался, что за история, как близко к ней, конечно, как это чтобы он прочувствовал себя главной героиней, Мгм. чтобы у него была, как сказать, как мотивация понять главную героиню, сопоставить себя. Мгм. Но, с другой стороны, я же еще и пишу
не только о главной героине, но и о главном герое, чтобы он тоже мог себя сопоставить с этим главным героем. Ну, мне кажется, все, как обычно, залипнут на мразоте этой книги, ну, то есть антигерои. Потому что это часто многие на злодеев залипают, такая, почему он не выиграл? Вот. Ну, я не знаю, может быть, ты видел, ну, когда фильмы смотришь же, ты болеешь либо за хорошего человека, либо за плохого. Ну, кто поставлен Я по всегда за истории. секси-девочку, дальше мне наплевать. Вот. Чаще всего, кстати, они злодейки, это самый удивительный момент. А потому что всегда харизматичных берут злодеев, делают. Ну, это база. Это все делают. Потому что потом можно сделать предысторию главного злодея. Вот. Последний вопрос. По сути, можно будет это выпустить, потому что не так много осталось. Потом, ну, помимо того, что надо дописать, финал, это уже почти финальная, заключительная часть, надо будет, ну, редактор и само оформление. Ну, допустим, оформление это плюс-минус, нормально, а вот выпуск самой книги, тут стоят, ну, два варианта его. Это электронный формат или же бумажный. Либо тот и тот. В принципе, в последнее время так и делают. Просто главное, надо найти хорошую платформу. Последний вопрос. Кто вы, мать твою, такие? Неважно, что крыса говорит. Ряд за спиной у кисы. Вот. Ну, что я могу сказать? В целом. В целом мы выжили. Как видите, мы здесь. Кто сдох, тот лох. А мы не лохи. Поэтому... Будет смешно, если... Нет, мы Если выжили. вот этот... Спасибо, что были с нами. Второй сезон наконец-таки закончился. Без алкоголя, но нормально. Пить вредно. Вот, поэтому... Мы не алкоголики. Пока что. Поэтому... Что я могу пожелать? Хороших цен, хороших зарплат, мирного неба над головой и чтобы никто не болел. Мир. Всем.